Дорогие друзья и гости нашего канала! Всем привет! С вами Людмила, и я сегодня предлагаю вам связать вместе со мной такие шикарные женские мокасины. Я буду вязать их вот на такой подошве, это 35 размер, и буду использовать пряжу Alize Diva, серый цвет. Я связала вот уже одну туфельку. И у меня ушло где-то около 40 граммов пряжи, больше, чем полмотка еще осталось. В 100 граммах данной пряжи 350 метров, и крючок для этой пряжи подходит 2,5-3,5, от 2,5 до 3,5. Я буду использовать два крючка. Одним буду обвязывать подошву, это будет 2,5 крючок, и само изделие буду вязать крючком 3,5 миллиметра. Начинаю с подошвы. Я на ней пробила отверстие на расстоянии 1 сантиметр друг от друга по всей окружности. Если подошва у вас мягкая, вы сможете ее сразу пробивать крючком, это хорошо. Если она жестче, то лучше, конечно, шилом сначала пробить отверстие. Тогда будет просто легче работать крючком. Вот таким образом необходимо сейчас обвязать подошву. Крючок беру 2,5. Каждое отверстие провязываю столбик без накида, затем после этого воздушную петлю, и в следующее отверстие снова столбик без накида и воздушную петлю. Вот так буду вязать весь ряд. В каждое отверстие столбик без накида, воздушная петля, потом опять в следующее отверстие столбик без накида, воздушная петля. Конец нити надо сразу ввязывать сюда, чтобы он потом не торчал. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, повторяем до конца ряда. Продолжаем вязать по всей окружности. Да, немножко непросто, конечно, в зависимости от того, какой жесткости подошва, но это сложный только первый ряд. Вот мы обвяжем подошву, и дальше все будет просто. Довязываем и встречаемся в конце ряда. Вот осталось провязать нам тут пару столбиков. Столбик без накида, воздушная петля, еще один столбик без накида, воздушная петля, заканчиваем ряд. В первую петлю воздушную петлю подъема соединительным столбиком. Второй ряд воздушная петля подъема. Здесь нам надо учесть, что расстояние между отверстиями должно быть одинаковым. Тогда очень аккуратно и красиво будет смотреться обвязка. Здесь я меняю крючок уже с 2,5 на 3,5, и дальше буду вязать крючком 3,5 миллиметра. По всему объему вяжем столбики без накида таким образом. Над столбиками мы не вяжем ничего, а между столбиками, там где воздушная петля, 2 столбика без накида, то есть 2 столбика без накида над каждой воздушной петлей. Над столбиками не вяжем ничего, просто их пропускаем.
Вот так вяжем до самого конца ряда. Столбики пропускаем, а там, где воздушная петля, вяжем столбики по 2 столбика без накида. 2 столбика, 2 столбика, 2 столбика. Вяжем дальше и встречаемся в конце ряда. Заканчиваем ряд в первую петлю соединительным столбиком. Воздушная петля подъема, и дальше в каждую петлю провязываем столбик без накида. Вяжем весь ряд от начала до конца столбиками без накида. Доходим до конца ряда, провязываем воздушную петлю, соединительный столбик, воздушная петля и снова в каждую петлю столбики без накида. Таким образом 3 ряда провязываем. Довязываем вот 3-й ряд уже до конца. Но если у вас, например, высокий подъем, больше размер, ножка крупнее, то возможно, что надо будет довязать еще 2-3 ряда. Значит, заканчиваем соединительным столбиком ряд, и теперь уже после этого можно эту нить обрезать, она нам больше не нужна. Я закрепляю нить воздушной петлей и теперь буду ее обрезать. Пока конец нити этой я оставляю. Когда буду вязать боковые части, я ее спрячу в вязание. Ну а теперь уже я буду начинать вязать перед туфельки. Вот такой он должен быть, как на второй туфельке. И начнем с того, что найдем середину на переди туфли. Вот здесь у меня по подошве хорошо видно разделение напополам. Ну, вот эта петля, наверное, скорее всего, вот эта петля. Это будет середина подошвы. И отсюда я уже буду направо отсчитаю 3 петли и начну вязать. Вот начиная с этой петли вяжу 7 столбиков без накида. Вяжем туда-обратно, вот такой мысик впереди должен получиться. Раз. Два. Три. 4. 5. 6 и 7. Поворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд. Также точно столбиками без накида провязываем все петли до конца ряда. Начинаю вязать со второй петли. Каждый раз начинается ряд со второй петли. Провязали последнюю петлю.
Теперь следующие 2 петли вяжем по соединительной петли. 2 соединительных петли, но крючок заводим с лицевой стороны, для того, чтобы потом на лицевой стороне не было отверстий. Разворачиваем вязание и вяжем лицевую сторону. Снова столбики без накида от начала до конца ряда. И в конце ряда 2 соединительных столбика. Все петли, когда провязали столбиками без накида, в конце провязываем 1 соединительный столбик и еще 1 соединительный столбик, 2 соединительных столбика. Разворачиваем вязание, изнаночный ряд вяжем также столбиками без накида. В конце ряда 2 соединительных столбика, и дальше аналогично провязываем еще 3 ряда: лицевой, изнаночный и лицевой. И теперь наш мысок окончен, и начинаем вязать дальше узор. Изнаночный ряд, набираем 4 воздушных петли, пропускаем 3 петли в нижнем ряду и в 4-ю вяжем столбик без накида. Снова 4 воздушных петли, три петли пропускаем, в 4-ю столбик без накида. 4 воздушных петли, отсчитываем 3 петли, пропускаем, в 4-ю столбик без накида. Столбик без накида у нас приходится как раз на последнюю петлю ряда. И теперь нам нужно провязать с соединительными столбиками 2 петли еще. Вяжем 2 соединительных столбика. Лицевой ряд. Вот у нас тут есть арочки, образовались из воздушных петель, и под каждую арочку мы должны связать по 5 столбиков без накида.
5 под первую арку. Теперь под вторую. 1, 2, 3, 4, 5. И под третью. 1, 2, 3, 4, 5. И привязываемся к боковой части 3 соединительными столбиками. Вяжем первый соединительный столбик, второй соединительный столбик, третий соединительный столбик. Поворачиваем вязание и теперь изнаночный ряд. Начинаем ряд. 2 воздушные петли и в вершину первой арки прямо в центр вяжем столбик без накида. Теперь 4 воздушных петли в вершину следующей арки столбик без накида. Четыре воздушных петли, в вершину следующей арки столбик без накида. Две воздушные петли, так же как провязывали в начале ряда. И на боковой стороне одну петлю пропускаем и дальше привязываемся соединительным столбиком. 1 и провязываем еще один соединительный столбик. Первый соединительный столбик, второй соединительный столбик. Вяжем лицевой ряд. Тут у нас есть 2 маленьких арки по бокам и по центру 2 большие. Под первую маленькую арку вяжем 3 столбика без накида. Под вторую арку 5 столбиков без накида.
Под третью арку 5 столбиков без накида. И под четвертую тоже маленькая арка, здесь 3 столбика без накида. Присоединяемся к боковой части соединительным столбиком. И провязываем еще один соединительный столбик. Изнаночный ряд. Провязываем одну воздушную петлю и в вершину первой арки столбик без накида. Дальше 4 воздушных петли. В вершину второй арки столбик без накида. Четыре воздушных петли. В вершину следующей арки столбик без накида. Четыре воздушных петли. В вершину арки столбик без накида. Воздушная петля. Присоединяемся к боковой части двумя соединительными столбиками. Вот такой у нас получается узор. Смотрим, у нас тут должно быть 4 ряда арок, потом перемычка и еще 2 ряда арок. Вяжем дальше. Провязываем под самую первую малюсенькую вот эту арочку 1 столбик без накида. Под остальные арки вяжем по 5 столбиков без накида.
И под последнюю маленькую арку снова столбик без накида. Дальше 3 соединительных столбика. Один, два, три. Проверяем, чтобы вязание не косило, чтобы все было ровненько. И продолжаем дальше. Четыре воздушных петли. И в центр, в вершину арки, соединительный, извините, столбик без накида. 4 воздушных петли. В центр арки снова столбик без накида. 4 воздушных петли. Столбик без накида в вершину следующей арки. 4 воздушных петли. Привязываемся к боковой части, одну петлю пропускаем и во вторую соединительным столбиком. Провязываем еще один соединительный столбик. Разворачиваем вязание. Теперь под каждую арку провязываем по 5 столбиков без накида от начала до конца ряда. В конце ряда провязываем 2 соединительных столбика. Вот теперь у нас нижние 4 арочки полностью провязаны. Следующий ряд, в каждую петлю вяжем столбик без накида. Начиная со второй петли провязываем весь ряд столбиками без накида. В конце ряда провязываем 2 соединительных столбика.
Следующий ряд делаем снова арочки. 4 воздушных петли. Пропускаем 3 петли предыдущего ряда в четвертую, столбик без накида. 4 воздушных петли. 3 петли пропускаем в четвертую, столбик без накида. 4 воздушных петли. 3 петли пропускаем в четвертую, столбик без накида. 4 воздушных петли. 3 петли пропустили в четвертую, столбик без накида. И снова 4 воздушных петли. 3 петли пропускаем и в четвертую, столбик без накида. И это у нас последняя петля этого ряда. Дальше вяжем 2 соединительных столбика. В изнаночном ряду будем вязать под каждой арочкой, вот эту под каждую арочку вяжем 5 столбиков без накида. Заканчиваем ряд 2 соединительных столбика. Теперь следующий ряд: 2 воздушные петли и в вершину первой арочки столбик без накида. Дальше 4 воздушные петли, в вершину следующей арки столбик без накида. Снова 4 воздушных петли. И в следующую вершину арки тоже столбик без накида. Опять 4 воздушных петли. В вершину следующей арки столбик без накида. И последний раз 4 воздушных петли. И в центр следующей арки, в вершину, тоже столбик без накида. Последними у нас будут 2 воздушные петли. И здесь присоединяемся к боковой части 2 соединительными столбиками.
Изнанка под первую арочку, вот эту маленькую, 2 столбика без накида. Под следующие большие арки в каждую по 5 столбиков без накида. И под последнюю небольшую арку 2 столбика без накида. Заканчиваем ряд, 2 соединительных столбика. Вот теперь мы сейчас посмотрим, что у нас тут получилось. Значит, смотрим, у нас тут 4 ряда арок нижних получилось, потом перемычка, и еще получилось 2 верхних ряда арок. Остальное, боковые части, верх переда и обвязку, мы будем уже делать во второй части этого мастер-класса. Как только вторая часть выйдет, то я сразу же ссылочку на вторую часть размещу под этим видео. Друзья, если вам это видео понравилось, то, пожалуйста, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получить уведомления о следующих видео, в том числе о второй части этого мастер-класса. И если есть у вас вопросы, то задавайте, пожалуйста, в комментариях, я на них с удовольствием отвечу. До новых встреч!